Привет, друзья! Сейчас я бреду по аэропорту в Стамбуле, чтобы через 3 часа вылететь в Бостон. Так что до встречи в Бостоне. Ну а в этом видео вы увидите разные исторические места Бостона, другие музеи и, конечно же, бостонские парки. В Штатах я остановилась у своей замечательной двоюродной тети в городке Бруклин, который находится рядом с Бостоном. И сейчас на местном поезде метро еду в центр Бостона. Ну и вот я уже в центре старого Бостона по улице Уинтер-стрит направляюсь в район Downtown Crossing District. Это пешеходная зона с магазинами, ресторанами и прочим. Ну и достопримечательности там рядом. Походу я тут обнаружила, что забыла зарядку и кабель, и пришлось срочно искать магазин с кабелем для зарядки камеры, чтобы не остаться у разбитого корыта и ничего не снять. Кто-то вживую исполняет песни вечного Элвиса, ну и сильный ветер, который шумит в ушах и в динамике. Ну а впереди виднеется музей Old South Meeting House. Это здание было построено в 1729 году как церковь. Быстро стало не просто местом богослужений, а центром общественных дискуссий и протестных собраний. Вот это здание, и из его стен вышли в свое время участники знаменитого бостонского чаепития, о котором я расскажу чуть позже. А это памятник Boston Irish Famine Memorial, посвященный Великому Ирландскому голоду, который случился в Ирландии в середине XIX века и унес с собой жизни около 1 миллиона человек. А еще миллионы были вынуждены эмигрировать, в частности в Бостон. И эта эмиграция была не из простых, люди сталкивались с дискриминацией. Кстати, вы, наверное, уже обратили внимание на постоянный звук каких-то гудков. Я сначала не могла понять, в чем дело, потом мне сказали, что это некая забастовка. Я решила не проверять, что и как в связи с вопросом Израиля и вообще. Но потом я все-таки краем глаза увидела небольшую группу, которая просто шла и создавала много шума, но делала она это каждый день. А что это за карта была на тротуаре, я не знаю. Еще чуть-чуть оглядываю площадь и двигаюсь дальше. Иду сейчас к музею английского чая. Ну, конечно, от волнения я все напутала. На самом деле это музей бостонского чаепития Boston Tea Party Ships and Museum, который находится в историческом месте прямо на мосту Конгресс-стрит через реку Басс, где и произошло легендарное бостонское чаепитие, впоследствии приведшее к американской революции. Так как же все началось? 18 век. Бостон – оживленный портовый город, где за чашкой чая обсуждаются самые важные новости. Но не все так спокойно. В Британии решают ввести новые налоги на чай. Американские колонисты недовольны. Их девиз – «Нет налогов без представительства». Люди хотят сами решать, какие налоги платить, а не следовать приказам короля. Так зарождается движение сопротивления «Сыны свободы», активные противники британского влияния. Начинается сопротивление. В ответ Британия усиливает контроль, отправляет в Бостон солдат и пытается заставить колонистов покупать только британский чай. А тем временем я зашла в зал, где можно попробовать разные сорта британского чая. Ну и жду общую экскурсию по музею. А возвращаясь к истории, в ноябре 1773 года в бостонский порт прибыли корабли с тоннами британского чая, но разгружать их не спешили из-за споров, так как колонисты хотели отправить корабли назад в Британию без уплаты пошлины. Но это сделать не удалось. 16 декабря, в последний день срока разгрузки, около 7 тысяч человек собралось вокруг здания Old South Meeting House на митинг. А вечером «Сыны свободы», переодевшись в индейцев, пробрались на борт кораблей и за несколько часов сбросили в воду 342 ящика чая. Это почти как современные $2 миллиона. И это был уже не просто протест, это был настоящий вызов британской короне. Ответ Британии был жестким. Бостонский порт закрыли, усилили военный контроль. Но это только подлило масло в огонь. Вскоре началась война за независимость, и через несколько лет Америка стала свободной страной.
А на общей экскурсии меня ждал определенный сюрприз. Это оказалось некое представление, а не просто экскурсия. Что я вам могу сказать? Детям, безусловно, понравится. Сама я не очень люблю такую форму активности. На представлении рассказывали об истории, раздавали карточки, надо было повторять какие-то слова, даже разыгрывались роли между людьми. Все костюмировано, темпераментная ведущая в роли участника тех действий. Вот можно ее сейчас слышать даже немножко. Остальные участвовали с удовольствием. Я же предпочитала осматриваться на корабле и смотреть по сторонам. Спускаемся внутрь. Ну, вот слышите. Немножечко детский садик, младшая группа. Но по кораблю мне очень понравилось бродить. Каюты матросов. Или не знаю, можно ли назвать это каютами. А это каюта капитана. Никогда не думала, что потолки-то в каютах достаточно низкие. Умилила ночная ваза. А еще была третья часть музея с интерактивными шоу. И вот это было здорово. Было лазерное представление, голографические фигуры и потом ожившие картины. Вот это меня совсем поразило, потому что я была точно уверена, что это картины. И вдруг мы все поняли, что это интерактивные мониторы. И те, кто были изображены на картинах, вдруг начинают рассказывать историю этих всех событий, а потом также замирают и становятся теми самыми портретами, которыми и были изначально. Технически сделано здорово и очень правдоподобно. Но снимать видео, к сожалению, нельзя было, и фото тоже. Среди уникальных экспонатов музея есть также подлинная деревянная коробка для чая Ост-Индской компании XVIII века. А еще здесь хранится загадочная баночка с темным содержимым. По легенде, это тот самый чай, который нашли в сапоге одного из участников восстания. Ну, а после похода в музей бостонского чаепития я решила зайти на Quincy Market. Это такой местный рынок со всяким фудкортом, едой, и отведать бостонского лобстера, который чуть ли не символ Бостона. Надеялась увидеть что-то интересное и оригинальное, но, увы, ничего такого не было. Кроме вот этого дядьки, здесь я, конечно, обалдела. Я вообще наивный человек и подумала, что он все это руками вырезает. Но потом в интернете увидела, конечно, не его конкретно, что это лазерная порезка. Но все равно мне понравилось. Это резьба по высохшим листьям осенним. Ну вот, уже мы на самом рынке. Сейчас буду ходить и выбирать себе лобстера. И устриц.
что я могу сказать? Лобстера я себе так и не выбрала, а взяла пару устриц и еще лобстер-ролл. Это тоже традиционное здесь блюдо. Берут обычную булочку от хот-дога и начиняют ее мясом лобстера, сыром, майонезом, листьями салата. Очень вкусно, но выглядит не так эффектно, поэтому снимать не стала. Немного подкрепившись и восстановив силы, я отправляюсь к следующей своей гулятельной точке, к городскому парку Бостон Коммон. Это старейший городской парк не только в Бостоне, но и во всем США, который создан был в 1634 году. Вообще, по моим кадрам тут так особо незаметно, но меня поразило, что в центре Бостона очень много бомжей, да и не только в центре Бостона. Снимать по понятным причинам я их не рискнула, чтобы не уделять им пристального внимания. Но после Израиля для меня эта картинка не очень привычная. Вдалеке уже виднеется парк. И тут я вижу прекрасный закуток, в который мне обязательно надо заглянуть. Я люблю всякие дворики, закутки и подворотни. А в конце вот этого закутка углядела я узкий-узкий проход. И, конечно, мне очень захотелось в него зайти. И только я туда направилась, как в него залетают два типа, и явно там начинается некий дил. Ну, вы сами понимаете. И вы знаете, что-то я не рискнула туда идти дальше. Развернулась и пошла обратно. Добравшись до Бостон Коммон парка, разглядываю красивую церковь Park Street Church, построенную в 1809 году. Рядом с парком есть вход и выход из метро, поэтому очень удобно до него добираться. И это не единственный вход, и не единственная станция рядом с ним. И это, правда, очень удобно. Вот это один из входов в метро, лифт, но также есть и эскалаторы, и ступеньки. Впереди виден фонтан Брюера. Он был отлит из бронзы в Париже и стал подарком городу от Гарднера Брюера, богатого бостонского купца. Это одна из нескольких копий оригинала, представленного на Всемирной выставке 1855 года в Париже, а остальные копии разбросаны по всему миру. Фонтан очень красивый, вода так радостно журчит. Ну, а вокруг фонтана на лавочках сидят всякие подозрительные элементы БЛМа, скажем так. И чувствовала я себя не очень комфортно, потому что они чересчур праздно сидели. Нет, я не придираюсь. Просто в Израиле я очень привыкла к чувству безопасности, а тут меня оно периодически покидало. Не очень сильно, но все же. Итак, мы уже идем по парку. Мне, как туристу, большая и приятная неожиданность – куча белок. Но сами бостонцы этих белок не очень-то любят. Они для них как, такие крысы с пушистыми хвостиками. Буйные, приставучие. А я, конечно, радовалась и не могла скрыть улыбки, потому что это полная диковинка для меня. Вон что-то тырят, и что-то далее она радостно грызет. На заднем плане тоже гонки белок. Никого не боятся, шастают туда-сюда, в общем, как израильские шакалы. Да-да, кто не знает, у нас в Израиле в парке шакалы совсем совесть потеряли и вылезают гулять. А тут я углядела очень необычную скульптуру и двигаюсь к ней. Потом я уже узнала, что это скульптура «Объятия», новый памятник Мартину Лютеру Кингу. 60-метровой высоты и стоимостью, тадам, в $10 миллионов. Это творение нью-йоркского скульптора Хэнка Уиллиса Томаса. Скульптура была открыта в январе 2023 года и была сделана по мотивам знаменитой фотографии, на которой Мартин Лютер Кинг и его жена обнимаются после присуждения Кингу Нобелевской премии.
При взгляде сбоку скульптура напоминает по форме символ сердца. Впрочем, с других ракурсов напоминает нечто другое, вокруг чего и разгорелись скандалы после открытия памятника. Не знаю, я не очень это заметила, но другие видели. Текст тут про любовь, силу любви и любовь ко всему человечеству, побуждающую действовать, рисковать и пытаться что-то поменять для других. Ну, а я дальше продолжаю путь по парку. Погода совершенно великолепная, ранняя осень, легкое золото на деревьях. Вот, снова белки. Одна белка без хвоста. Вот она. Кого тут только не встретишь. Попозировала мне. Молодец, вообще ничего не боится. Скоро будет закат, вечереет. Не хватает мне в Израиле вот такой осени и ярких сменов сезона, но зато хорошо, что можно хотя бы путешествовать и дополучать иногда в поездках. Такое здесь спокойствие, умиротворение. Ну, я выхожу из Бостон Коммон, перехожу дорогу и отправляюсь в парк поменьше, Бостонский общественный сад, Boston Public Garden. Он тоже совершенно замечательный. Говорят, что здесь любят отмечать свадьбы на лодках, на каких-то там плавучих, ну, летом, конечно, плавучих платформах. Белок тут тоже много. Очень милый парк и красивый. Вот снова белки. Дерутся. Дерутся. Впереди видна статуя Джорджу Вашингтону. Ну, а я потихоньку решаю двигаться в сторону дома, точнее, в сторону дома моей тети, потому что сейчас сядет солнце, станет темно, холодно и не до прогулок.
до метро тут тоже совсем недалеко от этого парка. Как раз на этом перекрестке уже вход в метро. Ну и не смогла не зайти в очередную подворотню. Красочно же, романтично, как в кино. Задворки. Не знаю, может быть, это, конечно, только мне задворки романтичные ассоциируются с этим словом, но как-то всегда жду там увидеть что-нибудь необычненькое. А это станция метро и, точнее, такой метро-трамвай. Поезд выходит потом на поверхность, и я жду поезда, чтобы отправиться домой. Дома мне надо хорошенько отдохнуть, потому что на следующий день у меня запланировано удивительное путешествие. И это путешествие на кораблике в открытый океан в поисках китов в живой природе. Ну а встретила ли я китов или нет, я вам обязательно расскажу в следующем ролике. Ну а сейчас, дорогие мои друзья, я с вами прощаюсь, и спасибо вам большое за ваше внимание, что были со мной в этом ролике. Ну а если понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь. Пока!